Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада видеть вас на своем канале «Цветок персика». И сегодня во второй части нашего мастер-класса по созданию розы мы будем формировать непосредственно наш цветочек, нашу розочку. Что для этого мне понадобится? То есть вот наша заготовка. В прошлой части мастер-класса мы сформировали веточку, такие листочки. Сейчас я выложила на палитру штукатурку. Она у меня смешана из двух оттенков. Это такой нежно-розовый, нежно-нежно-персиковый, то есть совсем сильно разбеленный персиковый цвет. И также я ее немного загустила предварительно, для того, чтобы не тратить время во время видео на перемешивание. То есть штукатурка у меня готова к работе. Выложила я на палитру ее немножко. В баночке у меня также есть заготовленная штукатурка. Когда закончится эта кучка, мы просто-напросто добавим из баночки уже готовую смешанную штукатурку. Итак, приступим. Мастихинчик я возьму вот такой, номер 40 он. Не знаю, если покажется, что он маленький, но я думаю, что он не будет маленький, то я возьму мастихинчик немножко побольше. Так, также у меня будет тот вспомогательный мастихинчик для того, чтобы помогать пересаживать наши лепесточки непосредственно с палитры на работу. Итак, начнем. Как всегда, мы начинаем с набора лепесточков, то есть ничего нового, ничего необычного. Приступаем, формируем основу. Для начала мы сформируем двойной лепесток, довольно-таки большой, для того, чтобы выложить его на заднем плане нашей работы. Так, у нас тут... Иди погуляй. Пришла кошка и не хочет уходить, ей непременно надо. Все, лежи тут тогда и не шевелись. Так, формируем лепесточек. Ничего не трогай там. Вот при смешивании двух цветов, нежно-розового и нежно совсем персикового, я не добивалась совсем такой единой однородной массы. То есть, если присмотреться, у меня видно такие вкрапления персикового цвета в розовом. Это сделано намеренно, чтобы был вид сложного цвета. Так, вот у нас первая часть лепесточка. Ой, какой-то он у нас получился не очень. Сейчас мы их быстренько переделаем. Вот, я заметила, что когда снимаю видео, видимо, меняется концентрация с того, что ты делаешь, а именно формирование лепестка, на то, что ты дополнительно вынужден еще разговаривать, на то, что ты там где-то следишь за видео, и в результате очень часто лепесточки получаются не совсем удачными. Но мы с вами уже много-много раз проговаривали, что это ничего страшного. Штукатурка мягкий податливый материал, и пока она не высохла, мы просто-напросто этот неудавшийся лепесток отправляем обратно в наш замес и формируем новый лепесток, тот, который нас устроит. Вот у меня лепесточек, я его делаю довольно высоким, выкладываю на палитру. Вот такой цвет красивый получился. И сейчас я сформирую другую часть нашего лепесточка. Левую, правую, правую, левую. С какой стороны начать не имеет значения. Главное знать, что у нас лепесточки бывают либо одинарные, либо двойные. На данный момент мы формируем именно двойной лепесток. Он у нас будет основой нашей розы.
Именно на него мы будем формировать дальнейшие лепесточки. Вот уже виден объем. Думаю, достаточно. Вот я его снимаю с мастихина. Всегда не забываю мастихин очищать. Эти стараюсь сгрести в кучку сразу в единую, потому что все, что у нас в кучке, сохнет медленнее. А если вот такие вот ошметочки остаются, они засыхают моментально. В результате палитра уже становится не такой гладкой. И по сути это может привести опять-таки к формированию каких-то деформированных лепесточков. Поэтому тут мы одновременно следим и за тем, как мы формируем лепесток, и за тем, в каком состоянии у нас находится наша штукатурка, которая еще не использована в работе, в каком состоянии находится у нас палитра, мастихины. То есть следим одновременно за всем и сразу. А я еще одновременно пытаюсь разговаривать во время видео. Так, вот такой сформировали лепесток. Вообще великолепнейший розовый цвет. И мы его выкладываем. Мы выкладываем, ну, примерно так. То есть не совсем к краю работы, для того, чтобы у нас еще оставалось пространство. Потому что не забываем, чтобы композиция жила, дышала. Мы должны по краям композиции обязательно оставлять какое-то пространство. Вот так. Немножко сместить. Сейчас немножко ее ниже вот посажу. Сюда. Вот таким образом. Вот. Придавливаю. Вот здесь у основания лепесточка я могу придавливать абсолютно смело. Не заботьтесь о какой-то красоте, потому что этого ничего не будет видно, так как сверху у нас будут другие лепестки. Моя задача закрепить этот лепесток, чтобы он потом после высыхания никуда не отпал. Так, формируем следующий лепесток. Сейчас мы сделаем лепесток одинарный. Одинарный. Для этого я возьму мастихинчик немножко побольше. Совсем немножко побольше. И он у меня будет вот на эту сторону сделан. Здесь разглаживаю кучку, чтобы удобнее было набирать тонкий лепесток. То есть мы с вами знаем, что для того, чтобы получился тонкий лепесток, во-первых, мы должны загустить штукатурку. Во-вторых, при формировании лепестка мы должны угол наклона мастихина делать как можно меньше. То есть мастихин вот не таким образом ребром, а практически стелется по палитре. И тогда лепесточек получается очень тонкий. Так, очищаем край мастихина. И начинаю формировать лепесток. Делаем высокий лепесток, большой. Вот какой большой лепесток у нас получился. Думаю, такого достаточно. Я его выкладываю на палитру. Вот. Сразу формирую кучку свою из штукатурки. И теперь я этот лепесток должна выложить на работу. Так,
Очистили мастихины. Берем лепесток и укладываем его вот таким вот образом. Так. Поправляем положение лепесточка. Вот таким образом. Ниже. Вот, поправили. И теперь закрепляем. Вот у нас получился такой лепесточек. Точно так же наша задача его закрепить на работе. И пока мы это делаем, ну, вот так вот просто мастихином, не задумываясь о том, насколько это красиво, потому что все это пространство у нас будет закрыто. Так, сейчас я формирую, оставляю этот мастихин, который побольше, и формирую еще один лепесток. Точно так же одинарно он у меня будет. Так, вот основа. И делаю набор лепестка. Вижу, мне нравится. То есть мы никогда не боимся переделывать листочки, лепесточки, потому что, пока ты не научишься что-то переделывать, ты не научишься что-либо делать. Поэтому, если что-то по ходу работы нам не нравится, мы тут же смело это дело переделываем. Потому что это наша работа, потому что мы делаем для себя, и потому что нам важно, чтобы конечный результат нам понравился. А для этого мы стараемся делать по мере возможностей каждый листочек красивыми. Так, вот у меня сформировался лепесток. Сейчас я его выложу на работу. Очищаем мастихин. То есть помним, что у нас под рукой всегда находится влажная салфетка, которой мы пользуемся. Так, смотрим. И таким образом мы выкладываем наш лепесток. То есть, напоминаю, мы создаем открытую розу. Точно так же приглаживаем, соединяем с поверхностью работы. Так, и приступаем к формированию следующего лепесточка. Сейчас мы будем делать одинарные лепестки. Я, наверное, оставлю пока большой мастихин. Так, делаем. Штукатурки я выкладываю на поверхность немного, для того, чтобы она не успела у меня как-то засыхать, образовываться комочки, чтобы всегда такой штукатуркой было комфортно работать. Итак, делаю
делаю основу и формирую лепесток. То есть сейчас мне важно сформировать лепесточки достаточно тонкими. Еще попробую разок. Вот, посмотрите, лепесток получается очень тоненький. Листьев. Спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо за то, что делали работу вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не пропускайте новые видео. А сейчас пока-пока.